Приветствую всех на канале со сложным названием. В рамках ежегодного шанхайского автомобильного шоу китайский производитель бюджетных автомобилей Chery анонсировал выход в свет новой версии переднеприводного полноразмерного кроссовера марки Jetour X90, получившего приставку «Плюс». Новинка отличается от модели предшественницы видоизмененным дизайном передка и более комфортным интерьером салона. А вот эксплуатационные характеристики моторного ряда скопированы с образца предыдущего года без существенных изменений. А прежде чем перейти к обзору, хочу напомнить вам переходить по ссылкам в описании, чтобы увидеть больше наших обзоров на разные автомобили. Ну а теперь обо всем поподробнее. Новая модель характеризуется просторным салоном, безупречными профилями, эргономикой посадочных мест и современной комплектацией оборудования. Рестайлинг кроссовера позволил вполне успешно реализовать большой перечень интересных технологических, компоновочных и дизайнерских решений. Наиболее стильно и презентабельно выглядит в фасадном ракурсе, где наблюдается условная разница в динамичном наклоне лобового стекла и капота, дополненного ребристыми боковинами, угловатая конфигурация блоков фронтальной ксеноновой оптики, укомплектованных интересными ходовыми огнями, а также хромированный периметр и массивные горизонтальные ламели крупногабаритной решетки радиатора. В конструкционно-компоновочных свойствах передка выделяется узкий профиль бампера, совмещенный с четырехсекционными плафонами противотуманной подсветки, вентиляционные диффузоры и компактный обвес. При обзоре в профиль новинка уверенно демонстрирует типовые особенности классического кроссоверного стиля, а также пологую линию крыши, дополненную спойлерами, контраст нижнего хромированного полупериметра и черных стоек трехэлементного бокового остекления. Привлекает внимание и крупные колесные диски, размер которых пока точно неизвестен. Ну а теперь немного о салоне. Бюджетный статус новинки практически не отражается на оформлении внутреннего интерьера. В отделочном ассортименте присутствует искусственная кожа, ткани, добротный пластик и декоративные элементы из алюминиевого композита. В комплектации салонного оборудования расширен командный функционал спортивного мультируля. Левая часть широкоформатного дисплея используется в качестве цифрового приборного щитка, а правая отвечает за мультимедийное обеспечение и активацию наиболее часто востребованных штатных опций. На нижнем уровне консоли расположены овальный вентиляционный дефлектор и пульт с сенсорными элементами управления функциональной и комфортообразующей оснасткой. В конструктиве тоннеля джойстик переключения рабочих режимов роботизированной трансмиссии, штатный перечень органайзеров и комплект аналоговых командных кнопок и подлокотник, обеспечивающий удобный доступ к камере мини-холодильника. Габариты новинки не изменились. Длина ее составляет 4820 мм, ширина насчитывает 1925 мм, а высота достигает 1745 мм. Ходовой внедорожный потенциал авто обеспечивает оптимальная длина межосевой базы, насчитывающая 2850 мм, и высота дорожного просвета, установившаяся на отметке в 210 мм. Объем багажного отсека тоже радует. В стандартном состоянии он вмещает в себя 410 литров поклажи. Новинка базируется на фирменной тележке Chery P6X с типовой для бюджетных моделей независимой макферсоновской подвеской спереди и торсионной полузависимой на задней оси. В комплектацию с шасси входит встроенный стабилизатор поперечной устойчивости, дисковые тормоза и электронно управляемые системы активной дорожной безопасности. Базовая модель переводится в движение силовым тандемом, который включает в себя бензиновую рядную четверку объемом 2 литра с выходом мощности в 254 лошадиные силы и 390 ньютон-метров крутящего момента и переднеприводную 7-диапазонную роботизированную КПП. На внутреннем рынке, а также ряде стран Ближнего Востока и Южной Америки новый Jetour X90 обещан в 2 модификациях. Цена базовой топовой модели находится на этапе уточнения. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!